Как люди любят суетиться, будто им надо суетиться, чтобы чувствовать себя живыми. Феноменально сказано. Весь мир только и делает, что спешит и суетится. Посмотрите вокруг, включите любую новостную передачу, и вы увидите сплошную суету, витальное возбуждение, без меры. Ну и, соответственно, обратная сторона любого возбуждения – это витальный план. Уныние и пессимизм. Потом возбудились, покричали, пошумели, а потом обязательно это должно компенсироваться унынием, пессимизмом, разочарованием. Понятно? Так что мы так и живем. Посуетились, порадовались, посмеялись, потом грустим, недоумеваем, почему это. Потому что в витальном поле мы живем. Мы живем в этой скукоженной витальной жизнью. И принимаем, если мы суетимся, это за жизнь, а когда вдруг, так сказать, нас та же самая витальная среда посадила и внедрила в нас пессимизм и уныние, мы говорим, теперь мы не живем, как бы опять жить, где бы опять возбудиться. Так или не так? У нас должен установиться у идущих по пути сознательной эволюции стабильный внутренний покой. Вот сейчас я говорю постоянно о том, что в работе на пути сознательной духовной эволюции главный критерий – это эмоциональная ровность. То есть не выходить из эмоциональной ровности. Как только начинаете заводиться, ловите себя мгновенно. Все. То есть стабильный внутренний эмоциональный покой, он определяет вашу духовную состоятельность. Ясно? Это главный критерий. Не количество прочитанной литературы, не медитация, не молитва. Внутренний эмоциональный покой. Это основа, глубинная основа духовной жизни. Все. Но покой живой. Вы все воспринимаете, все чувствуете. Не покой вот нирванический, знаете, пофигизмом. А покой, которым чувствуется все, видится все, но это не выводит вас из равновесия. Вот этот глубинный покой должен определять качество вашей духовной работы. Не спрашивайте меня больше, куда я продвинулся, далеко ли продвинулся. Есть внутренний покой, продвинулись. Если есть еще беспокойство спасать человечество, кому-то помогать или возмущаться тем, что происходит в окружающем мире, значит, еще недоработок много. Ясно? Вот и все. Это единственный критерий. И чтобы чувствовать себя живыми в этой смертной жизни, людям действительно требуется постоянное возбуждение. И живет сегодняшнее человечество в вечно возбужденном состоянии, как потревоженный муравейник. Муравьи вроде бы спокойно там живут, ходят, каждый занимается своим делом, но стоит палочкой там пошевелить, все, они забегали. Вот сегодня человечество живет постоянно, как потревоженный палочкой муравейник. Вот все бегает и суетится и бегает. Остановить этот процесс невозможно. Время ускоряется, мы уже говорили, энергии много сходит на Землю, энергия не усваивается, то она в движении разряжается, надо быстро двигаться, чтобы как-то эту энергию погасить, иначе она разрушать тебя будет. Понятно или нет? Одно за собой тянет другое. Так что главная причина все-таки суеты, что возрастает давление на человечество нисходящей божественной силы. И рост напряженности этой силы ускоряет течение времени, мы говорили. И невольно побуждает это людей к повышенной активности, для того, чтобы избыток этой неусвоенной энергии сгорел. Хотя бы в физических и эмоциональных наших проявлениях. Понятно? В былые времена такой суеты не было. Это 20 век определил эту суету. Давление пошло уже посильнее. Понятно? В средние века суеты-то особо не было. Она была локальная где-то. А так люди жили размеренно. А сегодня скопление в городах большое. Города – это муравейники огромные. Понятно, наверное. Города – это мегаполисы. Ужасное скопление людей. Причем возбужденных, нервных, недовольных вечно.
Пойдите в сельскую местность, где труженик работает, трудится, вот там крестьяне, тут есть хорошие вот фотографии. Посмотрите, им не до суеты было. Вот когда психогенетика нарабатывалась, в спокойном крестьянском труде. А сейчас купи-продай, тут выгода, процента, здесь 3,8, 5,6, там где-то и пошло-поехало. 5,6, 3,8, елки-палки. В этом вся жизнь. 3,8 и 5,6, да? Или нет? Ну притормозите, что толку? Ну 5,6. Вам-то что от этого? Ну притормозитесь хоть чуть-чуть. Поглядите, не вовлекайтесь в этот поток. Он несет вас, Бог знает куда, а вы из него выйдете. Против потока тоже, вот борьба за справедливость. Давайте против потока попробуйте. Захлебнетесь мгновенно. А вот на берег выйти, поглядеть, что происходит. Обсухнуть, крылышки обсушить и полететь потом по нужной траектории. Вот что нужно сделать. Из этого муравейника выйти. Вот я привожу все время маленький юмористический пример. Когда я на работу ездил через станцию переходную, я переходил на станции Китай-город, вот, а там с двух платформ подходят поезда, и, соответственно, они в одном направлении движутся. Это пересадочное место, где из одного поезда сразу в другой бегут поезд. Вот, напротив, не переходя переходы, не лестницы, а сразу вот встречные потоки, и сталкиваются лбами большое количество людей в утренние часы. Вот. Так вот, если два поезда сходятся вместе, то я тотчас прятался за массивную колонну, такая колонна мощная, чтобы меня этими встречными потоками не затоптали. Я просто стою, колонну еще пробивать не научились, лбом бьются, но она пока стоит. Я с нее всегда прятался. Вот. Сколько я там травм перевидел за это время, сколько непечатных диалогов там слышал, вот когда сталкиваются люди сумасшедшие, вот последний поезд уходит, вот он, вот вагон, спешат на работу. Вот это сумасшедшие люди, спешащие на работу. Вы представляете? Может подумать, что они придут и будут работать быстро-быстро. Они будут пить чай, будут краситься, там что-то делать, в туалет ходить, знаете, похмеляться. На работу сперва. Вот прям к станку, где вот эта поточная линия. Вы поняли? Причем прилично одетые люди. Ну, вроде как. Сейчас есть во что одеться. Вот. Дефицита нет в этом деле. Однажды одна молодая, длинноногая антилопа. Видимо, она, это самое, как сейчас, это фотомодель называется. Но что-то там не сложилось, сломалась машина, может быть, кто-то ее не подвез. Она вынуждена была спуститься в метро и ехать в метро. Она, как белая ворона, понятно, что в метро она ездить не должна. Но вот так вот случилось. Вот. И она тоже куда-то спешила, на фотосессию, видимо. Подошел этот поезд. Она из него выскочила, а вдоль платформы идет дедушка. Дедушка, дачник, такая сумка на колесах, знаете, вот, 60-х годов. Там большая металлическая рама, это штука, которая за ним тянется. И он рукой держит, а он согбенный, небольшой, у него рука почти у пола. То есть эта рама вот как вот капкан такой вот металлический. И она бежит, видит этот пояс, все, и лапой своей, это антилопьей, копытом в эту вот штуку-то. Но она ее пытается поднять, а дедулька уже проезжает. И она падает. Фотомодель падает. Как она на этого деда обрушила? Он шел спокойно. Причем тут он-то? Это была картина, ну, классическая. Сколько раз я видел по одному ботинку или одна туфля, вот поезд ушел, а один ботинок, ну, уехал, второй, видимо, в поезде. Представляете? Вот это суета, вот человеческая, банальная, тупая суета во всем.
Вы поняли? Вот. Вот как тут не вспомнить бомжей? Мир бомжей. Вам они не нравятся, да? Ну как, ну вроде запах не такой, да? Ну бывает, как-то они вроде бы и не люди, а социальные типы. Но они никуда не спешат. Вот никуда не спешат. Они меня поражают своей неспешностью. Нормально, довольствуются тем, что есть. У них общак там определен, кто что там, булочкой, кто-то там пиво недопитое принесет в бутылке. Ну, у них такая социалистическая жизнь. Такой бомжовый социализм. Но они никуда не спешат. Они Богом отмечены безусловно. Понятно или нет? Не специально. Ну вот оказались в такой среде, но сама по себе неспешность поток открывает. Вы поняли или нет? То есть последние будут первыми, в общем-то. А мы все умные, ой, умные, начитанные, умные, духовные. Они просто живут в реальном времени, спокойно и довольствуются тем, что есть. Я не призываю вас бомжевать. Ни в коем случае. Это не пример для подражания. Но как-то они так очутились на этом социальном дне. Но они... как бы Бог себя носит, как они к животным относятся. Они кормят этих собак, кошек, поглядишь их в глаза, они их гладят. Там тепло у них в глазах-то. А мы всегда любим там животных, да, пока я кормлю животных, значит, я их люблю. Это же глупость. Любить животных и кормить их – это разные вещи, а? Или не очень? Разные вещи. А то я люблю, потому что я их кормлю. Попробуй тебя не накорми. Так что не суетитесь. Вот ваша эмоциональная сфера или покой в эмоциональной сфере – это главный критерий ваших духовных достижений. Понятно? Главный. Я за 30 лет, у меня уже 30 лет, в общем-то, следования по пути сознательной эволюции, 90-й год, октябрь, я в октябре или в сентябре начал работать. 30 лет, я сейчас даже не могу сообразить, быстро все как прошло, но 30 лет. Вот главный критерий, вот за эти 30 лет я вынес, так сказать, из своей внутренней опытной жизни, из жизни тех людей, которые следуют по пути, у которых что-то получается, у которых до сих пор ничего не получается, это внутренний эмоциональный покой. Я себя хорошо знаю, каким я был беспокойным. С детства, всю жизнь. Но сейчас небо и земля. Все-таки за 30 лет пути кое-что изменилось. Вот это внутренний покой эмоциональный, это дорогого стоит. Что бы ни происходило с вами, сохраняйте этот покой.